Sorento Prime. Такой беленький, с крашенными черными оригинальными дисками. Суппорт идет сразу в собранном виде. Кронштейн установленный. Колодочки. Достаточно его просто поставить на свое место. Диск 350 мм флотирование и перфорация. Суппорт 6 поршней Brembo. На левую сторону уже поставил. И иду ставить на правую, как обычно. Вот что нам понадобится для монтажа. Суппорт, диск, переходной кронштейн, уже с крепежом, колодочки, монтажный комплект для колодок и проставка. Проставка нужна будет, потому что здесь штатные диски. Ну что, я поднял автомобиль, сорвал гайки, не буду это показывать, и откручиваю колесо. Готово. Колесо я снял. 235, 55, R19. Я скинул колесо. Сейчас для удобства я вот так вот поверну суппорт, чтобы было вам видно, как я снимаю. Сейчас скидываем суппорт и скидываем тормозной диск. Снимаю наш суппорт. На диске уже такая сильная выработка, что даже не снимается он. Так, вот наш суппорт. Кладу его в сторонку. Так, ставлю диск ровно. И сейчас сниму стопорные винты. Так, есть, сорвал. Иногда бывает так, что они прикипят, их не открутить просто так. Опа, вот они. Сейчас буду снимать диск. Так, вот он наш диск. Немножко прикипел. В каком он жутком состоянии. Видно, выработка ужасная. Да. И на самом диске выработка уже такая, что его нужно менять. Сейчас надо почистить привалочную часть ступицы. У нас, кстати, очень грязная наша ступица. Отлично, грязь ее очистить. Ух как. Так, все, ступицу мы очистили. Следующим этапом чуть-чуть подрежем вот так вот защиту, потому что суппорт у нас большой. Чтобы нам не мешала защита при установке, уберем ее. Вот сейчас удалили два таких маленьких кусочка. Ставим кронштейн, диск и суппорт. Наш кронштейн. Сейчас я буду ставить на ступицу. Повернул кулак вправо. Использую фиксатор резьбы. Он же герметик резьбы. Полезная вещь. Не дает резьбе портиться. Один. Второй. Фиксируем. И дотягиваю вручную. Готово. Готово. Поворачиваю кулак прямо. Так, повернул. И сейчас буду ставить диск. Наш симпатичный диск Brembo 350 мм на 32 мм. Перфорация и слотирование. Диск обработан антикоррозийным покрытием. Специальная краска, которая не дает ему коррозировать. Одеваю. И фиксирую проставочкой.
Приваливаю диск к ступице. Диск стоит. Ставим наш суппорт. С этой стороны я буду ставить суппорт без колодок и в разобранном виде, чтобы можно было посмотреть, как собирать в несобранном виде. Но если вы будете ставить сами комплект, который я вам прислал, то, скорее всего, он будет в собранном виде. Фиксатор резьбы. Наживляем. И дотягиваю вручную. Готово. У нас немного протек фиксатор резьбы. На красном суппорте это не видно, а вот на белом сразу заметили. Ставим колодки. Наши колодочки устанавливаются так же элементарно, как и на все системы. Опа, есть. Прижимная пружина, штифт фиксирующий. Выставляем его сразу в зуб и фиксируем болтиком на 10, головкой на 13. Сильно тянуть не надо, достаточно просто подтянуть. Готово. Все. Нам останется только сейчас открутить тормозной шланг и прикрутить его на этот суппорт. Наш банджо болт. Я выкрутил из штатного суппорта его. Теперь у нас в комплекте идут две шайбочки. Тоненькая и толстая. Из-за того, что банджо болт на Sorento штатный чуть-чуть длиннее, чем нужно, поэтому используем толстую шайбочку 2 мм толщиной. Эту шайбочку ставим между суппортом и банджо креплением. Наживляю вот так вот. И ключиком на 12 подтягиваю. Не забываем, что суппорт у нас алюминиевый. И сильно тянуть его не стоит. Все, затянули ровно столько, чтобы перестала идти тормозная жидкость. После того, как затянули, проверяем, не течет ли она. Если она у нас не течет ниоткуда, без давления, значит все хорошо. В следующий раз будем проверять, когда будем качать тормоза. Я сейчас заполнил весь суппорт тормозной жидкостью и начал прокачивать. У нас в трубочках видно, если будут идти пузырики воздуха. Нам нужно добиться того, чтобы шла чистая тормозная жидкость без пузыриков воздуха. Погнали? Так, есть небольшие пузырики. Качаем. Раз, два, три. Есть. Раз, два, три. О, все меньше. Раз, два, три. Вот уже нет. Раз, два, три. Так. Внутренний контур мы прокачали. Сейчас будем прокачивать внешний. Раз, два, три. Есть. Раз, два, три. Раз, два, три. Во внешнем контуре у нас вообще не было воздуха, но на всякий случай контрольно еще прокачаем. Раз, два, три. Все, готово. И окончательно прокачиваем внутренний на всякий случай, мало ли что. Раз, два, три. Так, похоже было на звук воздуха, так что прокачаем еще раз. Раз, два, три. Все, без воздуха у нас. Снимаю шланги. Держим баклажку. Протягиваем штуцера. Не сильно, чтобы не сорвать резьбу, но надежно. Вытираю вокруг штуцеров салфеточкой. Надо накачать 3 раза сейчас. Раз, два, три.
Так, вот мы накачали, и я смотрю, не идет ли из штуцеров тормозная жидкость. Так, все, здесь не идет ни из банжа, ни из штуцеров. Суппорт чистый, снизу все сухо. Одеваю колпачки на прокачанные штуцера и иду прокачивать с другой стороны. Готово. Здесь готово. Сейчас будем прикручивать колесо. Система у нас стоит. Будем ставить такие черные гаечки, стильные. Взамен штатных хрома. Так, колесо встало, привалилось к ступице. Все готово. Симпатичные так черные диски и контрастно-белые суппорта. Ну что, перед поставили. Возможно, скоро будем ставить зад. Для проекта Kia Pride я покрасил суппорта в белый цвет. Вот они только из печки, еще тепленькие. Я снял весь малярный скотч. И сейчас я буду их разбирать. Я один суппорт уже разобрал. Полностью вот он готов. Останется только обезжирить внутри колодцев. И будем собирать. И сейчас я разбираю второй суппорт. Вот так он у нас был подготовлен на покраску. Вот я снял заглушки от прокачанных штуцеров. И сейчас буду снимать крышки с колодцев. Все, наш суппорт разобран. Останется обезжирить внутри колодцы и будем собирать. Сейчас я продую. Следующим этапом собираю наш суппорт. Смазываю колодцы во всех суппортах. Буду ставить манжетки после этого и устанавливать поршни. Ну все, я домазываю последний колодец. Колодцы готовы. Сейчас будем ставить манжеты. Наши манжеты. Самые маленькие, самые большие, средние. Устанавливаю. Одно я уже намазал. Еще раз намажу, лишним не будет.
кадре это все. Угу. Средняя манжета. И самая маленькая манжетка. Так, на один суппорт я установил манжеты. То же самое я сейчас проделаю со вторым суппортом. Я поставил в наши суппорта манжеты, смазал все. И сейчас я буду одевать на наши поршни пыльнички. Вот так вот одеваю. Поршни у нас в этот раз попросили, чтобы они были с керамическими головами. Сейчас уже таких практически не продается, поэтому я выбрал из своего НЗ запаса самые лучшие поршни. И сейчас буду собирать именно с керамическими головами. Сейчас все поршни идут чисто алюминиевые, анодированные. Вот у нас такой. Опа. Так, большие поршни готовы. Так, средненькие поршни. Так, резиночки. И самые маленькие поршни, поршеньки. Одеваю на них точно так же пыльнички. По задумке инженеров, видимо, керамика не должна пропускать тепло от колодок на сам поршень. Но, я так понял, они от этого ушли, потому что, по всей видимости, никто не догревал до нужной температуры, чтобы разогревалась там мазная жидкость. И в итоге стали ставить обычные алюминиевые поршни. Так, все. Я все поршни одел на них пыльнички. И сейчас их смазываю. Я сразу смазываю все, так быстрее получается. Все, я смазал. И сейчас останется просто поставить наши поршни. Суппорт. Делается это вот так вот. Элементарно вот отсюда. Наверное, будет лучше видно. Средний. Раз. Большой. Маленький. Так, потом у меня есть специальное приспособление, чтобы посадить пыльники на место. Также средний. Большой. Маленький. Все пыльники я посадил на место. Проверяю, все окей. И сейчас нам останется только поставить прокачные штуцера. Один. Второй. Третий. Ключиком на 11 подтягиваю. Так, убираю лишнюю смазку. Протираю. Белые, они такие пачкающиеся. И одеваю колпачки. Колпачки пока не одеваю на сами штуцера, потому что нам еще прокачивать их. Вот так вот в сторонку, аккуратненько.
О, какой грязный. Останется нанести логотип и будем ставить на машинку. Для Kia Sorento Prime комплект усиленной тормозной системы на передней оси. В комплект входят суппорта 6 поршней Brembo, тормозные диски Brembo 350 на 32 мм, колодки Bosch. Весь комплект готов к установке. Установить можно самому в течение часа, имея только домкрат и набор инструмента, или в любом автосервисе.